Его называли гением, развратником, националистом, провокатором и главным скандалистом австралийского искусства. Одни видели в его работах гимн свободе и жизненной силе, другие — угрозу морали и хороший повод для цензуры. Он создавал детские книги, на которых выросли поколения, и одновременно рисовал картины, которые позже сожгут как порнографию. Художник, который работал сразу в нескольких жизнях и, кажется, никогда не собирался останавливаться. Всем привет! Готовы к порции искусства, которая когда-то шокировала всю Австралию? Сегодня в выпуске великолепный и дерзкий Норман Линдси. Проверяйте подписку, ставьте лайк, наливайте чай и погнали! История Нормана Линдси, человека, который построил собственную империю искусства и всю жизнь спорил с эпохой. Есть художники, которых любят, есть те, кого ненавидят. А есть редкая категория людей, которых одновременно восхищенно собирают в музеях и десятилетиями пытаются запретить. Норман Линдси принадлежал именно к таким. Он родился 22 февраля 1879 года в небольшом австралийском городке Кресвик, штат Виктория, в большой англо-ирландской семье. Его отец был хирургом, мать – дочерью уэслианского миссионера. Детей в семье было 10, и Норман оказался пятым ребенком. Не старшим, не младшим, а словно идеально расположенным для того, чтобы наблюдать за всеми и позже превратить это наблюдение в искусство. Семья оказалась необычайно талантливой. Его братья и сестра тоже связали жизнь с искусством. Особенно известными стали Лайонел Линдси, Перси Линдси, Дэрил Линдси и художница Руби Линдси. Но даже среди такой семьи Норман выделялся. В 1895 году он переехал в Мельбурн и начал работать вместе со старшим братом Лайонелом в местном журнале. Тогда еще трудно было представить, что этот молодой человек однажды станет одной из самых противоречивых фигур австралийской культуры. Уже в начале 20 века Линдси оказался в редакции «Сидни Буллетин», издание, которое в тот момент обладало почти культурной властью над Австралией. В 1901 году он и Лайонел стали постоянными сотрудниками журнала, и сотрудничество Нормана с ним продлилось почти полвека. Именно там проявился еще один его талант карикатуриста. Но вместе с ним проявилась и другая сторона личности художника. Линдси активно участвовал в формировании общественной повестки своего времени и нередко иллюстрировал взгляды, которые сегодня воспринимаются как крайне спорные. Националистические идеи, политический консерватизм, страх перед внешними угрозами, популярные в тогдашней публицистике. Его карикатуры отражали не только его собственные убеждения, но и атмосферу эпохи, и сейчас многие из них вызывают серьезную критику. При этом парадокс Линдси заключался в том, что этот же человек одновременно становился автором детских книг, иллюстратором и романистом. В 1900 году он женился на Кэтрин Агате Паркинсон. В браке родились трое сыновей – Джек, Реймонд и Филипп. Позже брак распался, а в его жизни появилась Роуз Соуди, женщина, которая стала для него одновременно спутницей жизни, деловым менеджером, музой и главным печатником его афортов. Во втором браке у художника родились две дочери. В 1909 году семья отправилась в Европу. Эта поездка оказалась важной не только для искусства Линдси, но и для его будущих увлечений. В Италии он начал создавать масштабный цикл иллюстраций к сатирикону Петрония, а посещение музеев неожиданно пробудило в нем страсть к судомоделированию. Это увлечение осталось с ним на всю жизнь. Позже он самостоятельно создавал модели кораблей и превращал техническое хобби почти в отдельный вид творчества. Вернувшись в Австралию в 1911 году, Линдси словно включил внутренний двигатель на максимальную мощность. Современники рассказывали о его почти невероятной работоспособности. Утром акварель до завтрака, затем несколько часов афорта в мастерской. После обеда работа над бетонными скульптурами в саду. Вечером новая глава романа. А в перерывах изготовление мебели, проектирование колонн, расширение дома, работа над корабельными моделями. Казалось, что ему физически невозможно остановиться. Именно в этот период появляется одна из самых известных его книг «Волшебный пудинг» 1918 года.
Книга, написанная как ответ на спор о том, что детям интереснее – сказочные приключения или бытовые истории, неожиданно стала классикой австралийской литературы. До сих пор для многих австралийцев Норман Линдсей прежде всего не скандальный художник, а человек, придумавший эту историю. Но рядом существовал другой Линдсей – художник, населявший свои картины языческими существами, нимфами, фавнами, мускулистыми героями и обнаженными женщинами. Он открыто выступал против строгого морального консерватизма, который называл словом «ваузеризм», и считал ограничения угрозой искусству. Его фигуры были намеренно чувственными, театральными и чрезмерными. Одни критики называли их жизнелюбивыми и свободными, другие – вульгарными. Споры сопровождали его десятилетиями. Рисунок Поли Чеверса вызвал серьезный общественный резонанс, но одновременно был приобретен художественным музеем. Позже работу использовали в одном из изданий Ницше. Настоящая, почти символическая история произошла в 1940 году. Опасаясь войны, Линдсей отправил в США 16 ящиков со своими картинами, рисунками и афортами. Груз оказался конфискован. Работы были уничтожены как непристойные. Когда брат сообщил художнику эту новость, Линдсей ответил коротко: «Не переживай, я сделаю еще». Эта фраза очень многое говорит о нем. Он не воспринимал искусство как сокровище, которое нужно хранить. Он воспринимал его как бесконечный процесс создания. До конца жизни он продолжал писать, рисовать, спорить, публиковаться и раздражать публику. В отличие от многих художников, чья жизнь оборвалась рано и трагически, Норман Линдсей прожил удивительно долгую жизнь – 90 лет. В последние годы здоровье постепенно ослабевало, но он почти не расставался с привычкой работать и придумывать новые проекты. Художник умер 21 ноября 1969 года недалеко от своего дома в Фолкенбридже. К тому моменту за его плечами остались тысячи рисунков, картины, книги, скульптуры и репутация человека, который всю жизнь спорил с эпохой и почти никогда ей не уступал. Но спор вокруг него не закончился. Для одних Норман Линдсей остался художником свободы и энергии, для других – человеком своего времени с взглядами и эстетикой, которые сегодня вызывают неудобные вопросы. И, возможно, именно поэтому он до сих пор интересен, потому что настоящее искусство редко бывает удобным. Если смотреть на творчество Нормана Линдсея только через призму скандалов, легко не заметить главное – он был художником удивительно цельного мира. Этот мир мог нравиться или раздражать, казаться красивым или чрезмерным, но случайным он не был никогда. Его стиль формировался постепенно. Ранние работы Линдсея часто сравнивают с эстетикой английского модерна конца XIX века и прежде всего с графикой Обри Бёрдслея. В них чувствуется любовь к изысканной линии, декоративности, театральности образов. Но если Бёрдслей тяготел к холодной утонченности и почти болезненной красоте, то Линдсей довольно быстро пошел в противоположную сторону. Его искусство стало плотнее, громче, телеснее. Постепенно вместо изящной декадентской графики появились мощные композиции, наполненные движением, телом, жизненной энергией и почти античным ощущением свободы. Его герои больше не выглядели призраками прекрасной эпохи, они становились существами из собственного мифологического мира. Линдсей называл себя убежденным язычником. Не в религиозном смысле, а скорее как сторонник естественности жизни и недоверия к искусственным ограничениям. В его работах постоянно появляются нимфы, сатиры, купальщицы, музыканты, фантастические существа, сильные мужчины и женщины с подчеркнуто чувственной пластикой. Австралийский пейзаж в его картинах неожиданно превращался в пространство античной свободы. Именно это вызывало столько споров. Критики не жалели выражений. Одни называли его фигуры неуклюжими, другие чрезмерно чувственными, третьи вообще обвиняли художника в дурном вкусе и стремлении шокировать публику. Некоторые обозреватели писали, что Линдсей специально усиливал эротический элемент, чтобы добиться мгновенной реакции зрителя. Но были и те, кто видел в его работах совсем другое. Поэт Хоуп однажды заметил, что у Линдсея тело никогда не существует отдельно от личности. Каждая фигура будто продолжает мысль человека, его характер и настроение. В этом действительно есть важная особенность его искусства. Для Линдсея тело никогда не было украшением картины. Это был главный инструмент
выражение жизни. Он не любил модернизм и довольно прохладно относился ко многим художественным экспериментам начала XX века. После поездки в Европу его почти не впечатлили новые авангардные течения. Вместо поисков абстракции он остался верен фигуративной живописи, рисунку и классической композиции. При этом художник вовсе не был консерватором в привычном смысле. Он постоянно нарушал правила. Он смешивал высокое искусство и карикатуру, соединял античность и австралийский пейзаж, создавал серьезные произведения и одновременно писал юмористические книги. Днем работал над афортами, вечером создавал романы, а ночью мог придумывать новые сюжеты. В какой-то момент вокруг него возник образ почти мифического творца, человека, который существует исключительно ради создания новых вещей. Даже его дом постепенно превращался в произведение искусства. Он проектировал мебель, строил дополнительные помещения, создавал декоративные элементы сада, лепил колонны, мастерил корабли. Казалось, ему недостаточно просто рисовать. Ему хотелось менять пространство вокруг себя. Интересно, что именно эта почти бесконечная энергия позже сделала его близким для художников уже совсем другой эпохи. На него обращали внимание иллюстраторы фантастики XX века. Исследователи не раз отмечали сходство его образного мира с эстетикой Роя Кренкеля и особенно Фрэнка Фразетты, с теми же героическими фигурами, гипертрофированной чувственностью и ощущением искусства как праздника силы и воображения. При этом большинство обычных австралийцев знали его совсем иначе. Не как автора обнаженных нимф, не как скандалиста, а как человека, который написал «Волшебный пудинг». В этом, возможно, и есть главный парадокс Нормана Линдсея. Он прожил жизнь так, будто искусство вообще не обязано быть последовательным. Один и тот же человек мог утром рисовать сатиров, днем спорить с критиками, вечером писать детскую книгу, а ночью строить модель корабля. И, кажется, совершенно не видел в этом противоречия. И все же самое удивительное в истории Нормана Линдсея не количество созданных работ и даже не бесконечные споры вокруг его имени. Он словно прожил несколько жизней одновременно. Был художником, которого обвиняли в непристойности, писателем детских книг, на которых выросли поколения, карикатуристом, мечтателем, строителем собственного мира и человеком, который отказывался жить по чужим правилам. Его критиковали, запрещали, называли декадентом и провокатором, но равнодушным он почти никого не оставлял. Он умер в возрасте 90 лет, уже человеком из другой эпохи. Мир вокруг давно изменился. Пришел модернизм, исчезла старая Австралия, изменилось представление о морали и искусстве. Но Линдсей так и остался верен себе. До конца продолжал рисовать, придумывать, строить, писать и относиться к творчеству как к естественному состоянию жизни. И, возможно, именно поэтому сегодня его наследие кажется таким странным и живым одновременно. Потому что за всеми нимфами, сатирами, скандалами и шумными историями стоял человек, который не пытался понравиться времени. Он просто создавал собственный мир и жил так, будто фантазия имеет не меньше прав на существование, чем реальность. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам был интересен этот ролик, поддержите его лайком и подпиской на канал. До встречи в следующем видео.